Что, будем танцевать или готовить? Будем готовить. И танцевать. И танцевать, да. Одно другому не мешает. Привет, я Саша, за кадром Леша. И сегодня мы готовим себе обед. У нас на самом деле безумная жара, под 40 градусов. Реально вообще просто пекло. И в такой день очень хочется себя порадовать чем-то холодным. И мы решили, что холодный свекольник — это как раз то, что нам сегодня очень-очень нужно. Да? Всем нужно. Всем нужно. А Срочно. значит, мы будем показывать вам в очередной раз, потому что на канале уже есть рецепты свекольника. Но повторение мать учения, как говорится, еще раз следите за руками. Поехали? Поехали. Секрет этого свекольника в запеченной свекле. Кто-то сейчас обязательно напишет: в такую жару еще разогревать духовку, но это того стоит. Даже в жару это того стоит, потому что свекольник с запеченной свеклой получается просто невероятно вкусный. Если вы еще так не пробовали, обязательно попробуйте. Можно в духовке, мы обычно делаем в духовке, можете на гриле, на костре, можно даже на уличном гриле, но мы туда сегодня не выходим. Свекла запекается очень просто. Я беру свеклу с ботвой. Да, и ботва тоже в результате понадобится. Не выкидываем ее, оставляем пока в сторонке. Положить в холодильник, чтобы она не подустала к моменту, когда понадобится. Срезаем ботву, подрезаем корешок, хорошенько свеклу моем. И теперь свеклу нужно упаковать в фольгу. Для большего аромата я добавляю туда еще несколько веточек тимьяна и розмарина. Все это хорошенько в фольгу вместе со свеклой упаковываю. Все свеклы в своей индивидуальной упаковке. И ставлю в духовку, разогретую до 200 градусов Цельсия, 400 Фаренгейтах. Выпекается свекла час. В зависимости от размера. Если прям совсем большая, может понадобиться и 1,5. После духовки даем свекле полностью остыть. Вот прям в фольге, не доставая оттуда. Ну и дальше уже сейчас покажу, что мы с этой свеклой будем делать. Вот она какая там. Свеклу не чистим перед запеканием ни в коем случае. И когда срезаете ботву, не срезайте слишком близко к корнеплоду. И сильно близко тоже не срезайте корешок, чтобы оттуда не вытекал весь сок, который нам очень здесь будет нужен. Ну это очень вкусно пахнет, запеченная свекла, еще с травками-муравками. Вот теперь как раз мы ее чистим, и это очень просто. Вот прям вот так вот кожица легко Сама слезает. слезает, да, снимается ножом. Не нужно даже никаких усилий. Вот так вот просто хобана. Мне кажется, чем моложе свекла, тем лучше кожа отстает. И тем вкуснее свекольник. Это не то, что прям свекольный эйджизм у нас только что произошел. Ну, прости, Свекла. свекла. Из-за того, что мы ее не варили, в ней сохранился внутри и цвет, и сок, и вкус. И все это еще и усилилось запеканием. Поэтому, правда, даже в такую жару ради этого стоит подразогреть духовку на часок. Все, свекла готова. Вот такая красавишна. Смотри, какая яркая, красивая. Прежде чем заниматься нарезкой, натеркой и всем вот этим, вот пойдемте к плите. Здесь у меня бульон. Можно использовать овощной бульон, куриный бульон. Если куриный, то не сильно насыщенный. Такой легкий бульонец. Включаю огонь, и пусть он себе здесь подзакипает. Чтобы свекольник получился еще вкуснее, лаврушечку туда, в бульончик, сразу кинем. Хоп, хоп. У вас было в детстве такое, что кому достается в тарелке лавровый лист, тому письмо придет? Не помню. У нас было. Нет, по-моему. Когда попадается какой-то лавровый листик в супе, это хорошая примета. Продолжим со свеклой. Ее необходимо натереть. Можно порезать кубиком, но лучше натереть, как мне кажется, на крупной терке. Мне нравится именно на крупной терке, чтобы не мельчить, чтобы вкус свеклы все-таки чувствовался. Вы можете делать так, как вам нравится. Все готовят свекольник по-своему. Мне кажется, на каждой кухне есть какой-то свой рецепт. Вот у нас такой, который мы любим уже много-много лет. Я не знаю, лет больше 15 точно. Я помню, когда ты его первый раз приготовил, я прям был покорен. Он очень вкусный, он очень простой, реально тыц-пыц и очень-очень вкусный. Вот какая красота здесь получилась. Такая прям рубиновая, да? Драгоценная. Вот именно в этом, как раз когда ты ее варишь в воде, все это уходит. Даже если уксус добавляешь, уходит. Уходит, конечно, А запекаешь, и она остается прям красной-красной. И вкус такая. вываривается, и все вываривается. Сейчас вернусь. За вас, за нас. Мы тут с прохладительными напитками, потому что даже дома эта жара вся ощущается. Так, морковка. Сырая. Сырая, да. Очищенная. И морковку нужно порезать
мелким кубиком. Ее не натираем, а именно режем. Моркови примерно столько же, сколько и свеклы. Как ты говоришь, сколько семей, столько и рецептов свекольников. Наверняка скажут, что типа неправильно готовишь, что там чего-то Слушай, не должно быть, или как-то надо... Я уже так привык к таким комментариям, что что-то я делаю неправильно или что-то я делаю, что не так, как нужно. Мне вообще все равно, честно говоря. Мы делаем так и называем это свекольником. Потому что есть свекла. Ну а что это еще, если не свекольник? Свекольник. Борщ. Вот здесь с борщом даже не начинай. Вот так вот мелко, ну не прям совсем в пыль, но достаточно мелким кубиком нарезана морковка. Как я сказал, и моркови, и свеклы должны быть плюс-минус одинаково. Моркови точно достаточно, чтобы это не превратилось у нас в морковник. Морковник. Из свекольника, да. И кроме того, для насыщенности, для сытности, Цельности. можно добавить картошки, да. Можно добавить картофель. У нас вот такой вот мелкий и с тонкой кожицей, поэтому я его даже чистить не буду. Свекла-то, оказывается, запеченная уже, а морковка с картошкой сырая. Можно морковь тоже, как и свеклу, запечь в духовке, а можно отварить. Тут уж кому как больше нравится, или, ну как-то вот у меня так получилось сегодня, что свекла пошла в духовку, а морковка не пошла. Упиралась, да, поэтому будет она сварена. Если используете картофель большой, не молодой тоже картофель, его, конечно, нужно почистить. Опять же, количество по желанию, но не больше, чем моркови и свеклы, чтобы не превратилось это В картофельник. в картофельник, да. Вот эту вот песню всю картофельно-морковную отправляем в бульон, который закипел там уже. Доводим все до кипения и провариваем где-то минут 5. Ну, все, конечно, зависит от вашей моркови и картофеля. Максимум минут 10, пусть это все покипит. Без чесночка, конечно, тоже не обойдется. У меня не совсем молодой чеснок, поэтому я обязательно убираю из него сердцевинки. И нарезаем чеснок мелко-мелко-мелко. И вот здесь вот очень важно именно мелко-мелко нарезать, а не через пресс выдавить чеснок, потому что так чеснок дает больше вкуса и аромата, в общем, так будет вкуснее. Мелко-мелко вот так вот прям его. Пора добавлять свеклу и чеснок туда. Прежде чем добавлять свеклу, чтобы свекольник сохранил свой красивый цвет, ну и кислинки ему добавить, обязательно добавить какой-нибудь уксус. У меня 5%. Уксус 4-5% подойдет, можно использовать винный уксус. После того, как все это там подкислили, добавляем свеклу. Аккуратно ее туда всю. И чеснок. Хорошенько перемешиваем. Как уже красиво. Да, уже очень красиво. Снова доводим до кипения и провариваем еще 5 минут. У меня здесь стебли с листьями, ботва. Точно так же нарезаем, ну, примерно размером моркови и картофеля. Стебли прямо сейчас к свекле я отправлю, пусть они провариваются те самые 5 минут вместе с ней. А листья тоже нарежу. Естественно, если листья у вас совсем уставшие такие, опечаленные, не добавляйте. Добавляем только такие свежие, зеленые. Веселые. Веселые, да, хрустящие. Вот их прям тоже помельче. Нарезаем. Свекла в дело идет от вершков до корешков. В зависимости от того, насколько соленый и перченый был ваш бульон, попробуйте. И если что, добавьте обязательно соли и черного молотого перца. Добавляем в самом конце листья, вершки, самые-самые вершки. Красиво. Перемешиваем. О, видишь, какой он уже густой получился. Угу. Снова доводим обязательно до кипения, провариваем буквально пару минут, и все. Почти готово. Пахнет просто невероятно. Посмотри, как это красиво. Теперь нужно все это охладить. Сразу есть, само собой, мы не будем. Во-первых, он очень горячий. Во-вторых, свекольник хорош, так же, как и борщ. На следующий день, когда поднастоится, но столько терпения у нас нет. Нет. Сил никаких нет ждать до завтра, поэтому как минимум нужно его охладить. Не просто остудить, а прям вот охладить. Свекольник должен быть холодным. А чтобы этот процесс ускорить, я буду остужать прям на ледяной бане, наполню раковину холодной водой, туда льда понабросаю и периодически перемешивая, все это будем охлаждать. Когда охладится, можно будет Наслаждаться. Да. Вот, свекольник охладился, и теперь в холодном виде остается только его разложить по тарелкам и дополнить. И съесть.
дополнить и съесть. Да. Обалдеть, какой цвет. Оп. Свекольник хорош со всякими еще штученками. Здесь у меня мелко-мелко порезанные огурчики. Здесь зеленый лук, немного базилика зеленого, сметана. Можно добавлять йогурт, какой-нибудь греческий йогурт. Да, в общем, что угодно. На самом деле. Если кому-то захочется. Майонез, если кому-то захочется. Ну и яйца. Ух, как будет сейчас вкусно. Огурчики. Для свежести. Уже есть очень хочется. Обязательно яйцо. Одну половинку и другую половинку. Сметана. Еда должна быть не только вкусной, но и красивой. И все это зеленью вот так вот Присыпать. сверху. Да, присыпать зеленым лучком, базиликом. Зеленый цвет вот с этим вот свекольным. Это просто красота какая-то. Так. Чуть-чуть на яйца, особенно соли, и чуть-чуть молотого черного перца. Ну и остается запустить ложку сюда и наслаждаться. Ну а где еще наслаждаться холодным свекольником, как не на жаре? Несмотря на то, что там очень жарко, пойдем туда. Все в сад. Все в сад. Ох, ну и жарище. Ну, жарище, но особенно ценен будет именно этот холодный свекольник именно в такую жуткую жару. Как пахнет вкусно. Мне кажется, слюна уже течет. Давай, заныривай. Ты чуть-чуть перемешаешь, чтобы и сметана там была. Да, все нужно перемешать, чтобы все там, да, как надо. Ну, он такой густой, такой богатый. Как же я люблю твой свекольник. Он тоже тебя любит. Такая масса вкусов. И свежесть огурчика такой хрустит все. И свекла. Я обожаю запеченную свеклу, а тут суп из запеченной свеклы. Что может быть еще вкуснее? Это ровно то, что нужно в такой жаркий день. Такой прохладительный, не напиток, а суп. Невероятно вкусно. И я не знаю, у меня просто нет слов. Всем срочно надо. Осталось добавить, где найти список ингредиентов и все остальное. Очевидно. Список ингредиентов под видео. Там же... Что еще? Оставляйте свои лайки и комментарии. Я же... Мозг не работает так вкусно. Список ингредиентов под видео. Там же оставляйте свои лайки и комментарии. Предлагайте идеи. Подкидывайте идеи. А что там еще? Не могу. Суп манит. Чем больше комментариев, тем больше лайков, тем больше видео. Скорее выйдет следующий рецепт. Очумительно вкусный. Так же, как этот свекольник. Пока-пока. Пока-пока.